Рубрика «Новости эпохи» снова с вами. Патч уже вышел, а DLC выйдет только 6 мая. У нас какое-то безвременье, но один турнир закончился, другой начался. Ну давайте я вам пока расскажу, что у нас с патчем, какую информацию я интересную добыл. В принципе, про патч можно найти у меня на канале, не только у меня на канале. Основную информацию, правильно? У Спиритов взяло очень много информации. Но давайте я вам покажу вот что. Например, довольно важный мод Anna HK, разраб модов, сделал вот такой вот мод на больших куриц, соответственно. Домашние курицы, дикие курицы, мофлоны, вот эти вот, замена оленя, они просто больше и реально в них легче просто попасть. Мод называется, соответственно, Bigger Chicken and Mouflon. Работает прекрасно. Так, дальше я вам хотел показать, еще видел много у кого слетели медальки золотые на компаниях, на миссиях, да. Чувак тоже сделал просто мод, на самом деле. Ну, все будет у меня в описании под видосом. Так что да, Silver to Gold Campaigns. Ну да, он называется долго этот мод. Кстати, еще очень многие жалуются, что пошли фризы, даже на хороших компах идут фризы с новым патчем. Вы не одни такие. Надеюсь, скоро пофиксят. Про пэсфайдинг мы еще поговорим с вами. Так, какая информация еще? Можно найти действительно много инфы на официальном сайте ageofempires.com по каждой из наций, да, новых. Можно зайти, почитать на английском, посмотреть на реально прикольные картиночки, можно отсюда, что-то взять. Плейстайл, как они должны играться, соответственно, уникальные юниты, их описание. Может быть, тут не так много цифрок. Региональные юниты, аж 4 штуки, офигеть. Уникальные технологии. То есть здесь можно все узнать, и даже дерево технологий. Но дерево технологий можно в конце концов чекнуть и в самой игре, а можно и на нашем сайте очень удобном AOE2 Tech 3. Совсем недавно они его тоже обновили, соответственно, я вот корейцев вам показываю, да. Рокет карты у них, здесь все написано, и даже с переводиком. Все статы есть. И даже новые цивы они добавили. Вот Way, да, можно все почитать, очень удобно. Поменять на английский, если нужно более точно, если на русском тут не идеальный перевод. Смотрите, еще какую тулу я нашел при участии. Это для тех, кто участвует в турнирах, я думаю, очень сильно поможет, чтобы автоматически формировать результаты. Просто вводишь имя, ввел сюда драфт, оно подхватывает карты, загружаешь 3 реплея, там показывает, кто где выиграл, и все, нажимаешь download, у тебя скачанный архив с реплеями, очень супер удобно, и здесь и сообщения еще генерируются. То есть супер удобно, супер ускоряет, если кто много в туриках участвует, вообще просто must have вот этот вот сайтик. Ну и в принципе, давайте переходить, наверное, к Warlords 4. Турик от Мемба, $70 тысяч, он будет проходить у нас с 18, по-моему, да, с 18 мая по 1 июня, 1 июня гранд-финал, но сейчас идут 3 открытые квалификации. Приглашены Хера, Вайпер, Лири и Тато, остальные ребята должны пройти сами, то есть 4 приглашенных игрока, еще 12 будут проходить через 3 квалификации. Соответственно, первая квалификация уже началась, в каждой квалификации топ-64 игроков могут играть. На самом деле там надо быть где-то 2-300 плюс, чтобы участвовать в таких мероприятиях. Ну и давайте посмотрим. На самом деле есть вот такая вот прикольная картиночка от Мемба. То есть 64 игрока. Тут у них сиды, например, Себастьян топ-1 против Лама топ-61. Ну и так далее, так далее, так далее. Соответственно, 4 раунда. Первый раунд будет играться с понедельника по пятницу на этой неделе. Второй и третий раунды будут играться в субботу. Как-то так они сделали, не знаю. Странно. И в воскресенье 4 матча. Все матчи Best of 5. Новые карты. Очень круто. Будем следить за нашими. Ну, сейчас мы здесь, наверное, и глянем, кто, где и как. Потому что получается, 4 игрока квалифицируются на этой неделе, да, в 4 различных сетках. Здесь у нас самый главный 7 сидит, и антагонист, в принципе, Узи может пройти, и попасть на 7 будет супер тяжело, 7 явно будет готовиться к турикам, поэтому дико. Капоч, Даут, здесь Даут и здесь есть Вайт. Вайт Призма очень высокий рейтинг, очень-очень, 2700, по-моему, точно брал. Но здесь Сито сидит, оказывается. Да, Сито это очень большая проблема, и проблема для Даута тоже. Выйдет только один, но опять же, у каждого есть 3 шанса, 3 квалификации. То есть на следующей квалификации 4 топов уже не будет. Надеемся, одним из этих топов будет кто? Антик? Бадик? Видик? Да, наши ребята с высоким рейтингом. Давайте, шансов мало, скажем так.
Еще стоит сказать, что есть призовой фонд для тех, кто не прошел, да, $250 за тех, кто прошел финал квалификации и проиграл, $125 для тех, кто в полуфинал дошел. Соответственно, вот сюда. Можно побороться за это. Так, Себастьян Лама. Ламе будет слишком тяжело. Мне кажется, Себастьян должен выигрывать тут тупо всех. Тут есть, конечно... Не, ну Ников опасен. Ников опасен. Дарк опасен. Дарк на прошлом последнем эстер-турнире что сделал? 3-е место завоевал. Поэтому Дарк опасен, но я не знаю, насколько он готов к этому всему. У него здесь в сеточке 3 тайваньца. Ну, я думаю... Ну, Сорокума тоже даже опасен. Короче, тут все очень серьезные ребята. Очень-очень серьезные. Ну, Дарк Себастьян, это было бы прекрасно. Распались Фоксы, но ничего. Так, а вот и классическая сетка, где есть Винчи Классик вместе. Хард здесь представитель главный, да, как бы, и Винч. Но посмотрите, у Классика здесь Терс, у Классик может и дальше пройти, ну, Классик... Блин, опять будет вот эта тема типа Хард против Классика, и потом Винча, что-то такое, да? Ну, интересно, мне нравится турнир тем, что карты абсолютно новые, 21 карта, ну, не абсолютно новая, там где-то, скажем так, половина карт без определенной меты, скажем так. Но есть проблема у Винча, то есть у Винча Андре, это легко проходится, Раннинг Ю-Пудинг, здесь, думаю, тоже без проблем, но здесь Фрикин Энди. Поэтому сначала Фрикин Энди, и только потом надо думать о Харте, либо еще о ком-то. Ну и последняя сетка. Так, что, здесь наших нету, здесь есть Ю, здесь есть Кингстон, Эмбель, Михай. Ну, это мы уже посмотрим. То есть, соответственно, будем смотреть, какие-то матчи зацепим, какие-то нет. Ну, на выходных уже как пойдет. Картиночка, в общем-то, вот такая вот. Но она будет заполняться, пока наши не согласовали ни один матч, поэтому пока не могу ничего сказать. Ладно, давайте пойдем дальше. Дальше у нас другие турниры. Ну что, закончился Masters of Rage Forest. Давайте поговорим, в принципе, о нем. Но есть другие турниры, тоже меньшего калибра, о которых стоит тоже поговорить. Master of Rage Forest закончился. Что элитные бояре? Элитные бояре проиграли в нижней сетке все-таки. Да, это было эпично. Так как играли на старом патче, весь турнир доигрывали на старом патче, наши ребята не смогли вовремя, видите, сделать хаткей. На это им потребовалось больше часа и получили первую игру автолуз. Также они сделали замену, антагонист не играл, играл репорт. И вроде как они выигрывают как бы первую катку, сравнивают счет 1-1, но потом просто проваливают 2 катки и проигрывают. Это дизастер. Что тут написано? There will not be a new draft. Okay. Короче, понятно. Ну, наши... В общем, заняли 5-6 место, в принципе, неплохо, но у нас же такой состав, типа, что там реально можно замахнуться было на все-таки 3-4 спокойно. Может, не на финалы, да, но ну вот как-то так. В полуфиналах у нас довольно все предсказуемо. Гэлы выиграли The Pendejos. Или Pendejos, не знаю, как они. Сильная команда, но 3-1 было захавано. Камбэкнули. Ну и Амигосы выиграли тайваньцев тоже. Амигосы очень сильные. Очень. И финал выдался вообще бомба. Просто хороший финал был. Мы его стримили. Но. Слишком сильный состав у ребят. Соответственно, прикольный был турик. Очень много там надо думать. Очень, мне кажется, полезно для просмотра, для понимания пиковой эпохи командной, да. Так, следующий турик KCIP. Не очень большой турик, но здесь есть наши ребята. Это первый дивизион и классик с Винчом в одной группе вместе с Лайти и Маргугу. 2 французами, не самыми сильными, но, в принципе, Маргугу так опасен, на самом деле. Ну и наши ребята тоже будут друг с другом играть. Это турнир... Сколько там призовой? Призовой $500. Короче, фишка турнира в том, что вы выбираете нации врагу. То есть будут всякие, не знаю... Ну, новый патч все-таки непонятно, какие даже нации будут сейчас, типа, считаться слабыми. Поэтому, да, интересно. Может, инки... Не шарю вообще. Винч с классиком будет играть, но тут пока тоже в расписании нет матчей. Будем наблюдать за этим турниром, возможно, тоже. Дальше у нас есть турнир Master of Manganel. Это довольно прикольный турнир, потому что здесь надо чисто микрить манганельками. Это смешно. Там призовой что-то типа 3500 и проходит квалификация $3500. Очень много игроков. Даже мне удалось поучаствовать. Ну что здесь? Здесь видим сразу. Шикса выиграл в сетке, убил Йо 3-0. То есть тут он лучше микрит манганелями. Вот такой вот формат у нас. Опять сетка, где есть Винчестер и Вайт. Вайт своих побеждает, как и Винч. Миллион везде тайваньцев. Что-то у них очень сильно развита эпоха.
И Винч с Вайдом будут играть где-то в пятницу. Ну, чисто микроманганелями не думаю, что я это буду стримить, потому что, да, это, мне кажется, если сам Винч будет стримить, может интересно посмотреть от его point of view. А так, ну, посмотрим. Я, кстати, не уверен, кто тут выиграет. Не уверен, не говорил бы сразу. Так, ну что у нас дальше? Вот сетка, где мы были. Проиграл я Андре. Антагонист будет наказывать Андре. Надеюсь, накажет его. Также участвовал Денч. Тут еще мастер Анаграф. И практически он убил Сито, знаете ли. 3-2 счет тоже. Но не получилось. Сито ждет Антика. Сито ждет Антика. Ну а кто пройдет, квалифицируется, там, в принципе, неплохой призовой фонд. Классик тут проиграл тоже какому-то чуваку. И тут, соответственно, есть результаты очень действительно неожиданные. Если так посмотреть внимательно. Например, Даут, который слил Неузу 0-3. Ну, микроманганелей. Так что, да, Капыч, который сливает. В общем, ну и Дарк тут еще играет. Ну и тоже, какой-то ноунейм убил Михая 3-0. Я не знаю, что происходит в этом турике. И это не автолуз, это действительно помикрили. Как-то так. Так, на этой неделе у нас еще очередной русалок. Супер классический, ничего такого, на аренке. Но зато с курочками, да, новая аренка, новые... Патч, можно приходить, играть, 10 тысяч призовой, соответственно, для всех. Как обычно, 4 призовых места. Может повести сеткой и куда-то можно добраться в призы. В принципе, наверное, ну, в субботу, да, в субботу, 26 апреля, 18:10, надо подтвердить регистрацию за час до начала турнира, и можно участвовать в наших русоках номер 156. Напомню также, что чем чаще вы участвуете в русоках, тем больше у вас вероятность попасть в финал года за счет частого участия. Как-то так. Так, давайте на любимую рубрику. У нас есть немало интересных таких всяких клипчиков веселых. Погнали их смотреть. Black Forest и Даут. Это Даут. Голубой. Его завязывают тут. Он ему fuck! No! Не сбьют! О, нет! It hurt my soul! Вы слышали, как он... ему прям реально больно. 10 вилов, да, вот отправили в небытие. Ай, как его подловили там. Там другой покет поставил доки и взорвал брандером. Нежданчиком. Это было очень жестко. Так, следующее у нас... Блин, вот это я офигел. Я такой думаю, чё? Новый способ убийства кабана? Что? Еще раз. Кстати, этот клип сделал наш чувак, монах, насколько я видел. Посмотрите, что он делает. У него 6 крестьян на овце, ну и 7-я крестьянка ведет кабана. Смотрите, он наоборот все делает. Он этими 7 крестами стреляет в кабана и сразу прыгает, стреляет, высаживается. То есть моментально, просто. Это супер быстрое убийство кабана, без потери хп, без потери ничего. И кабан ложится идеально. Вот эта тема, вот это сурвивалист выдает. Как вам? Так? Fires are on the way. Okay. It's not a fire ship, it's a smoke ship. Smoke. Here we go. Smoke I mean, ship. blue's taking a lot of damage. Баги. Новые баги в эпохе. Но это просто так поржать. Так, почему-то звук пропал. Ну, короче, дымовые какие-то фаершипы поехали. Новый патч сломал все. Но сейчас мы про нового патча доберемся. Так, тут пошло унижение на Black Forest. Это хард на красном. Его пушит Мунунис. 3 манганелями. Смотрите. Oh! Woo! Get the fuck, Mununes! Sit down, kid! Sit down, Holy kid. shit. Садись, ребенок. I'm not helping you after all. Bro, somebody help them! Motherfuckers, I'm back, baby! Короче, он там ругается жестко. Get fucked, Мунунис. Ладно, найс. Найс шот. Ну, вот. Надо не так ставить манганельки. А теперь Хера трайхардит и проверяет новый пэсфайдинг. Поиск пути. Хочет отвести мечников назад, чтобы по ТЦ не сливались. This way! Go back! Oh my goodness! Do not forget to buy the new DLC, boys. Pathing is fixed. Поиск пути зафикшен. Покупаем DLC. Да, это печально. Ну, они писали, что они пофиксили DLC.
Но сейчас даут пофиксит, да, проверит. Happen with Lycav, they are going back. Yeah, there's some odd pathfinding. They said it's fixed. I don't feel it. Он пытается Yeah. I'm pretty sure they can pass here. вывести их. But it's like in the traffic. First is the big vehicle, then we can pass, right? No? Куст мешает. How we can do this? Вручную, надо мышкой их как-нибудь. По чуть-чуть, по полтайла. Okay. Так? Yeah, I think pathfinding was better before. Мне нравится, что там происходит Now they will be параллельно. normal. Yeah, those two. И он удалит. Может, эти двое забаговались из-за этого, но, в общем, пэсфайдинг чуть ли не хуже стал. Ладно. Ну и самые интересные матчи, которые недавно происходили. Так, ну, я, в принципе, рекомендую посмотреть всем вот этот матч, который я сделал отдельно. Это финальная игра между боярами и бандой Мигеля. Ладно, все зависит от скилла. Команда валидорчиков собралась, правильно? Вот этот момент меня позабавил. Да, черепаха не щадит никого, даже конка фантика. Ну, в общем, я ссылку скину в описании, и, по-моему, это топовый матч, как сыграли наши элитные бояре, там будет со вставками со стрима Дарка, с голосами, с командами, топовый тимплей, крутые моменты, это, ну, я этот ролик, может, уже многие видели, но все равно советую посмотреть. И еще один матч на Black Forest, соответственно, уже непосредственно финал, Гелов и Амигосов, счет 2-1. Да, убегни, контроль, Херныч! Удали крестов! Нет, это типичный даут. Надо было удалять Кристофор. Боже. Ну, в общем, это была тоже очень хаотичная игра. Максимально мне понравилось, что тут происходило. Кто-то титанил, кто тащил. В общем, тут на самом деле показана сила амигосов. На самом деле это просто какая-то дичайшая команда. Ну, в принципе, все на сегодня. На этой неделе что? Нас ждет Варлорды. Ребята будут играть когда угодно. Я, может, буду что-то в лайве стримить, может, что-то не в лайве, но что прошло недавно. Ну, в субботу у нас Русаок, но в субботу-воскресенье, может быть, ну, конечно, в воскресенье мы будем стримить последние раунды квалификации. В принципе, все. Ставьте лайк, если что-то нравится, и до новых встреч.